Да, Санта-Барбара. Муж, а ты что скажешь, а? Задняя лапа чешет ухо. Привет всем! Сегодня фильм про лебедей. Про эту царскую птицу, которая служит источником вдохновения для художников, композиторов, писателей, которая владычествует на водоемах, на реках, на озерах, которая умна, сильна, красива. Я расскажу про одну семью, про пару лебедей, которых зовут Голубь и Голубка. Это Австрия, Каринтия, озеро Осиах. Здесь живут эти лебеди. Мы их знаем уже много лет. Я расскажу вам про лебединую верность, расскажу вам про лебединую Санта-Барбару, про их страсти, про их любовь, про их отношения, довольно сложные, которые часто очень похожи на людские. Мы их знаем много лет. Они приводили нас к своим птенцов. Они приплывают каждое утро. Зимой мы их кормили из ведра. Это наши друзья. Они щиплют травку. Лебеди травоядные. Летом им подкормка не нужна. Еды хватает. Зимой и в холодное время года им нужна помощь человека. Они не улетают. Вот, пожалуйста, они приходят к нам в дом, знакомятся, смотрят, как живут люди. Дальше пошли в коридор, да? Вот это было в 2018 году. Они пришли с пушистиками. Ну, у нас с ними очень доверительные отношения. Они поняли, что от нас им зла ждать не приходится. И мы стараемся отношения оправдывать. Вот это 2019 год. Это лужайка для лебедей. Там мы не стрижем траву. Они приходят, пасутся, поднимаются наверх к дому, чтобы мы вышли их покормили. Куда заглядываешь? Любопытная, а? Голубка. Любопытная голубка. Обратите внимание, у голубя проблема с Ой, суставами. какая любопытная. Ну, что-то вроде артроза. Он хромает. В дом пойдем, да? Мне выйти-то можно? Ну, к примеру, я вот хочу тебе дать. Как мне выйти, если ты тут стоишь? Скажи, пожалуйста. Муж, а ты что скажешь, а? Задняя лапа чешет ухо. Потому что передней-то нету. Да? Класс. Милечка, ну как я выйду, если ты тут стоишь? Скажи, пожалуйста. Характер скверный. Да, у них действительно скверный характер, у обоих. Он немножко деспот-тиран, сейчас мы это увидим. Но она тоже хороша. Это тазик нашего кота Вилли. А это ритуал. Надо обязательно из этого таза попить, чтобы он знал. И вот смотрите, сейчас будут их внутрисемейные отношения. Вот это называется в строгости держит. Она захотела тоже попить, смотрите, одним взглядом пригвоздил. Говорит, даже не думай. А ей очень хочется, ей очень хочется. А он раз и все. Не. Смотри мне. Вот так. Не дал попить чужой воды. Из чужого таза. Он ее поколачивает, бывает. Не сильно, ну так, пощипывает. А вот это котик Вилли. Он вынужден со всем этим безобразием мириться. У него с лебедями отношения сложные. Я бы сказал, что они заклятые друзья. Они знают о существовании друг друга и соблюдают дистанцию. Но котик бы предпочел, чтобы они на террасу не ходили.
Вот смотрите, их кормить надо у воды или в воде. Поэтому, когда они поднимаются к дому, кто-то из нас идет с ними к воде. И там уже дает угощение. Это правило надо соблюдать. А кто доску котиковую вот так сделал, а? Ну что, готовы? Эта доска была котикова. Он на нее становился передними лапами и пил воду из озера. А они доску опрокинули. Вот это щипает, голубка щипает меня за туфлю. Так мы с ней развлекаемся. Это сухой корм для водоплавающих на основе зерновых и рыбы. Им очень нравится. Им очень нравится. Утки. А есть такой распространенный предрассудок, что лебеди, появляясь на каком-то водоеме, выживают всех водоплавающих оттуда. На нашем озере около 20 лебедей, иногда доходит их количество до 30. А уток просто без счету. А есть еще лысухи, есть бакланы. И как-то никто никого никуда не выживает. Ну, лебеди, конечно, тут главные. На этом перу, а остальные по периметру подхватывают то, что им остается. То, что им оставляют лебеди. Вот так. Смотрите, вот это движение хвостом, запомните. Вы не один раз еще его увидите. Я вам расскажу, что это значит. Вот. Что ты стоишь в такой позе? Красотка. Идет. Вот сейчас все бросим и пойдем, под дождем пойдем, да? Вы слышали, какие звуки издают лебеди? Сможете послушать. Они уже изгадили воду, да? Прополоскала там. Молодец. Трактор. Настоящий трактор. Как говорится, спой, Светик, не стыдись. Лебединую песню. Лебединая Да. песня, да? Ангельский должно быть голосок. Ну иди, я тебя поглажу. Иди, я тебя поглажу. Нет, ей не нравится. А хвостом махает при этом. Это важно. Перья расщеперены. Ой. Я потом объясню, что к чему. Ну давай еще раз спой песню свою, веселую. Тракторную. Мы с ними играем. Или дай погладить. Не хочу я. Она мокрая. Молодец. Молодец. Идет дождь, она пришла, идите кормите. Капельки собирает с себя. Сейчас пойдем, куда мы денемся. Дождь. Никто не хочет идти под дождем. С тебя-то, как говорят, как с гуся вода. И Ирина Да? придумала насыпать корм Да в ладно. тазик. И куда мы направились? А, Давай, спой песенку. Спой. вот Давай. она нам подарок оставила на террасе вместо песни. Это обязательно. Давай, песенку спой. Давай. Молодец какая. Станцуй. Танцуй. Танцуйте, говорит, а теперь пойте. Танцуйте, только пойте. Только пойте. Гадость какая. Ну, что делает? Она меня щипнуть хочет, видишь? Зачем вредничаешь? Она ужасная вредина. Характер вообще не ангельский. Характер скверный. Ну, впрочем, с таким мужем. Что удивляться? Подарок оставила на террасе опять же, а? Молодец какая, а? Что, потерпеть не могла? Долго тут долго уже околачивается. Вот сейчас Ирина и насыплет. Воодушевилась она. Все. Осквернение тазика. Еще одного. Бедный котик, надеюсь, он за этим не наблюдает. Вот смотрите, их движение. Движение хвостом, которое вы видели, означает приветствие. Когда они здороваются, приходят, они так делают хвостом. И означает хорошее расположение духа. То есть, как бы я
немножко тебя опасаюсь, но я тебе доверяю. И ты на меня не обижайся. Я вот шиплю, но ты на меня не обижайся, я не всерьез. Да, цирк. Да и только. Вот, Давай слышишь? ты тоже подарок И оставь. одобряю. Чтобы совсем уже было. Для полноты картины. А вот когда крылья подняты, так как вот в балете «Лебединое озеро», Что отвернулось? Сейчас щипать ее будешь, поди? вот когда крылья подняты, это на самом деле знак опасности, знак некоторого страха, что лебедь боится, и в то же время знак угрозы, что он готов себя защитить. И если лебедь идет на вас и крылья вот таким образом подняты, я бы не рекомендовал дальше стоять на дороге у лебедя. Это означает, что лебедь может атаковать. А это очень серьезно. Представьте, что эта птица, тяжелая, большая, летит, это перелетная птица, и летит сотни километров. Какой силы должны быть крылья, а размах крыльев огромный. И удар таким крылом, ну, мало не покажется. Вот так. Движение головой вверх-вниз – это нетерпение. Это некоторая нерешительность, нетерпение, ожидание. Так, ловите ее, она сейчас заходить уже будет, наверное. Эй, Собралась в дом зайти. Опять. Котику это не нравится. Мы не потворствуем таким делам. В общем, отношения у них в семье, хотя и тяжелые, но длительные. Мы их много лет видели вместе. А потом случилось что-то. Вы сейчас увидите, что случилось. Что несколько поколебало нашу веру в лебединую верность. Оказывается, бывают в жизни всякие обстоятельства. У лебедей есть свои биологические часы. Они знают, что и когда делать. И по их биологическим часам в конце ноября положено улетать на юг. Но многие годы было очень тепло. Последние годы лебеди не улетали. Часть лебедей с озера улетала, большая часть оставалась. Вот эта семья всегда оставалась. Ну, то есть конец ноября, вроде бы пора лететь, но тепло. Тепло, корма полно, и они не улетали. А потом, когда в конце декабря приходил холод и снег, лететь уже было поздно, и они оставались зимовать. Но в принципе зимовка ничего страшного. Озеро полностью не замерзает. Вот это и произошло. Я потом вам расскажу. Как раз в то время, когда надо было улетать, конец ноября, начало декабря, один раз пришла парочка. Пришла голубка, а с ней... Ну что, поднялись? Ну что ты? Как твои лапки? Хромают или нет? Нет. Не хромают, не дрожат. Мы уже заподозрили. Красавец. Голубка, я тебя поздравляю. Где ты такого отхватила? Голубка заявилась с новым кавалером. Молодым, красивым Максом. Да, ноги как влитые. Никакой дрожи. Да, Максимка. Крупный лебедь, ноги не дрожат. Да, Санта-Барбара. Красавчик. Моложе гораздо, чем голубка. Ладно, вот ваши горошки, идемте. третий раз за сегодня. О, совесть-то есть, дорогие? Он быстро освоился, она его научила. Ой, захрюкали-то. Стали приходить. Что? А вам много нельзя особенно. Они говорят, можно. Вот что ты ее щипаешь? Научился у этого? Без году неделя вместе и туда же. Голубка, тут все время себе каких-то деспотов, тиранов находишь. Нет, чтобы какого-нибудь такого приличного, интеллигентного. Или нету тут таких на озере? Одни жлобы, да? Одни жлобы. Вот так вот. Ладно. Голубка пришла с новым кавалером. Что же произошло?
произошло то, что голубь, похоже, улетел, а она не улетела. И вот весна, мы прибыли на карантин, кругом вот эти безобразия с вирусом, и мы на даче решили переждать тяжелое время. И к нам, конечно, опять пришла голубка. И с ней был кавалер. Честно говоря, голубя я уже не надеялся увидеть, я думал, что все, его больше нет. Однако нет. Это что за моржи, интересно? Однако меня ждал приятный сюрприз. Голубь, похоже, улетал вместе со стаей. Почему не улетела голубка, это загадка. Стая вернулась, пришла весна. И вот в один из первых дней нас ждал приятный сюрприз. Ну и что? А где друг-то? С утра-то с другом приплывала, дорогая. Это голубка. Где друг? Ага, а я вижу, где друг. Вот он и друг. Идет, переваливается. Крыльями махать будешь, нет? Давай помаши крыльями. Вот так, молодец, молодец. Это гимнастика Молодец. такая, разминка после выхода из воды. Опять будем, да? Как в прошлом году, да? Вот идет деловой какой-то, подумай. Я имею в виду, что без конца будут ходить вверх-вниз. Здоровается. Ну что, мне все бросать и идти с вами, да? Идти вас кормить, да? Вы на это намекаете, похоже. Здоровается. Ну что, наступаете? Вот ты прямо ко мне подойдешь, да? Вот такой смелый. Вот и какой смелый, а? Вот сейчас уже я бояться начну. Эй. Да, а это по окнам там смотрят. Деловые вы какие. Обратите внимание на лапы. Ладно, пойдем сейчас. Смотри, по окнам ходят. Честно говоря, мы глазам не верили. Мы уже не надеялись. Интересно, да, что там внутри? Как будто не бывали. Бывали уже оба. Заходили уже оба. Любовь победила. Старая. Эх, гуси лапчатые. Дрожит нога. Голубь, ты где шлялся? Голубка, ты не бойся, я тебя не сдам. Да, я про этого. Максимку-то ничего не скажу. Я ей Не пообещал бойся. и сдержал слово. Все. Все это между нами будет. Да? Голубь. Она хорошая была, ждала тебя, конечно, ждала. Ой, ой-ой-ой, ждала. Ладно. Пошли. Эй, я тебя не осуждаю. Нет. Ты такая красивая. Молодец. А ты сам виноват. Где шлялся? Зачем улетел? Голубка вот не улетела, осталась. А ты улетел. Зимовать ему, видите ли, в Италии захотелось. По заграницам шляешься. Да? Эй, муж. Жена-то, видишь, какая красотка. Конечно. Где уж тут? Сразу кавалеры налетели. Мы обратили внимание, что с лапами у голубя стало лучше. Видимо, за время перелетов он похудел. Ну ладно. Но то, что вы тут у нас на участке присматриваете, по кустам ходите, мне это вообще не нравится. Вы если решите потомство заводить, пожалуйста, в заповеднике. Только не у нас, ладно? Ну идите воду с таза пить. С Вилечкиного. У них как раз в этом году время заводить птенцов. Они 1 год заводят, потом год пропускают. Куда пошли-то, дорогие? И мы очень боимся, как бы это ни произошло у нас на участке. Это будет кошмар нашей жизни, конечно.
Террасу обновить, да? Надеюсь, в заповеднике. Кучу наложить. Такой, наверное, план, да? Ой-ой-ой. Ой, крылья, как он расщеперил. Великолепно. В 1,5 километрах от нас есть заповедник водоплавающих птиц Тибельмюндум. Там есть болото, в которых фильтруется озерная вода перед тем, как поступить в озеро. Фильтруется речная вода из реки Тибель. А там специально сеют водоросли, специальную траву, такую ряску, которая очень нравится лебедям. И мы надеемся, что они по поводу потомства уплывут туда, как было в прошлый раз. Так. Красавцы. Просто красавцы. Мы стараемся не допускать, чтобы они поднимались наверх, потому что голубю с его лапами больными это вообще не полезно. Наверх на бугор подниматься. Мы стараемся перехватывать. Не всегда это получается. Вообще, наблюдать за ними очень интересно. Вот это, да? Вот это хочешь? Ну на. Они немножко хитренькие, но их хитрости такие простые и наивные. Тем более интересно за ними наблюдать. Они краят какие-то планы свои хитрые. Возьмут, уплывут за камыш. И посидят там немножко. Потом возвращаются, как будто мы не уплывали. Вот мы... Вот, а нет, это не мы были. Нас не было. Давайте кормите снова. Ну, мы их стараемся ограничивать в еде. Особенно летом. Но летом они сами себя ограничивают. Они приплывают реже. Они едят без аппетита. Мы им особенно не даем. Летом у них пищи и так полно. А так мы четко завтрак, обед, иногда они прилетают на ужин. Но мы стараемся давать какое-то ограниченное количество пищи, потому что они съедят сколько дашь, они будут есть. И для фигуры это не очень полезно. Тем более это, когда в теплое время года, вовсе не обязательно. То есть они обеспечивают себя кормом сами. А вот видите, на головах у них такое коричневое. Это от камыша. И утки наши, домашние, собственные. Дело в том, что камыш растет по берегам. С утятами будем в этом году, да? В прошлом году, в этом году. Хорошая бы парочка. На стеблях под водой собирается ил. А вы будете потомство-то или как? Когда они едят дорогие всяких моллюсков мелких, что-то собирают там под водой, они просто мажутся головой. И ближе к осени у них голова просто темно-коричневого цвета сверху. Вот такая была Санта-Барбара у этого семейства. Как видите, сейчас у них все хорошо. У них все наладилось. Мы за них рады. Мы рады, что с голубем все нормально. Я надеюсь, вы полюбите этих прекрасных птиц, как их любим мы.